привет! В этом видео я покажу, как сделать вот такой цветочек ранункулуса. Его сделать совсем несложно, но потребуется создать большое количество лепестков. За счет этого у нас и получится такой пышный, большой, красивый цветок. Он очень объемный, очень красиво и интересно смотрится за счет перехода вот этого плавного цвета. Поэтому обязательно пробуйте. Добавили ягодок. Все очень красиво получается. Сделать все это несложно. Давайте смотреть. Сейчас мы будем делать вот такой вот цветочек ранункулуса, лютик садовый по-другому еще называется. Здесь, значит, за счет чего получается очень красивый и интересный эффект? За счет того, что у нас плавный переход цвета от насыщенного, он идет все светлее и светлее. Для того, чтобы у нас это получилось, нужно заколеровать не меньше вот 4 оттенков. Это у нас серединка, да, такого зелененького цвета. Дальше я колерую основной цвет, который будет сразу после серединки. И уже вот в этот цвет я добавляю все больше и больше белого. И получается вот такой вот плавный переход. Храню я эту массу в пакетиках полиэтиленовых. Это штукатурка Клявель Ривьера, смешанная с кукурузным крахмалом. Приступим к формированию цветочка. Для начала я сформирую серединку. Для этого я возьму вот этот вот зелененький цвет. Скатываю шарик. Это тот шарик, на который у меня будет формироваться серединка. Шарик мне сейчас не нужен, я оставляю его немножечко просохнуть, а затем начинаю готовить лепесточки. Изначально на эту серединку я буду очень-очень маленькие лепесточки крепить. Для того, чтобы мне было удобно, я возьму мастихин и вот таким вот образом нарежу небольшие части. Теперь вот эти вот маленькие части, которые я отмерила, мне нужно очень-очень тоненько раскатать, размять, раскатать вот так вот двумя пальцами, используя крахмал для того, чтобы сильно штукатурка ко мне не липла. Я делаю вот такие вот совсем тонюсенькие лепесточки. Таких лепестков мне нужно примерно штучек 12-13. Я их все сразу формирую. При помощи клея ПВА и кисти я креплю эти вот маленькие лепесточки на мою серединку. Креплю вот таким вот образом внахлёст друг на друга. Сделаю еще ряд таких же зелененьких листочков. Дальше для удобства формирования я серединку укладываю на какую-либо баночку. Выбирайте любую баночку, которая вам будет удобно. Вкладывайте на нее серединку. И теперь мы лепестки должны уложить. Если тут мы укладывали против часовой стрелки, то теперь мы их будем укладывать по часовой стрелке.
Теперь продолжим формировать более яркий цвет. Теперь яркие лепесточки я буду укладывать уже не вот так вот по кругу внахлёст, а более хаотично. Ну а теперь опять продолжу укладывать их точно так же либо по часовой стрелке, либо против. Далее мы берем еще более светлый цвет и из него точно так же формируем вот такие вот плоские тонкие листочки. И опять мы начинаем укладку лепестков для начала в хаотичном порядке. Это уже более светлый. На тон, получается, на тон светлее. Теперь формируем лепестки либо по часовой, либо против часовой стрелки. Еще на тон светлее взяла следующий оттенок. Его я уже нарезаю чуть крупнее, потому что лепесточки нужно формировать крупнее. Лепесточки я здесь буду формировать следующим образом. То есть я не кружочек катаю, да, из которого потом делаю лепесточек. Мне нужно скатать вот такой вот овальный кусочек. И из этого овального кусочка я уже буду формировать лепесточек. Мне нужно, чтобы он был более такой вот длинненький. Вот так. Также тоненько раскатываю. Лепестки укладываем точно так же. Сначала в хаотичном порядке, а затем по часовой либо против часовой стрелки внахлёст.
Самые последние крайние лепестки, они у нас самого светлого цвета. Их я нарезаю уже довольно-таки крупными вот такими кусочками. Этих лепестков я делаю более край потолще, да, который будет у меня у основания. Верх лепестка делаю тоньше. И эти лепестки я с помощью шпажки вот так вот еще прокатываю, то есть делаю им дополнительный рельеф. И сразу же креплю на цветочек. Креплю я их в хаотичном порядке. Большого количества этих лепестков у меня здесь не будет, потому что основные лепестки я буду закреплять уже непосредственно, когда цветочек перенесу на панно. Вот он, наш замечательный большой красивый цветочек. Теперь нам нужно его перенести на панно. Для этого места, где я буду устанавливать свой цветок, я хорошенько промазываю клеем, клей ПВА. Я хочу, чтобы вот этот край цветка у меня был выше. Для этого мне нужно сделать подложку из штукатурки. Просто белая штукатурка. Ее я тоже немного промажу клеем. Теперь мастихином я срезаю цветочек. И укладываю его. Хорошенько все прижимая, расправляя при помощи мастихина. Теперь добавлю еще немного лепестков. Формируем вот такие вот остренькие листочки к нашему цветочку. Для этого берем небольшую часть штукатурки, катаем из нее каплю. Разминаем каплю. Теперь ножницами и вырезаю листок. Далее мне понадобится влажная салфетка. Я кладу этот листок сюда и уже шпажкой буду формировать вот такой листочек получается. Его мы будем, как обычно, крепить на клей ПВА.
Промазываем в месте установки листочка. Укладываем в нужном месте. Делаем ягодки вот такие вот. Их я делаю заранее. Вот так заготавливаю, ну а потом уже с помощью клея, также на влажные листочки, все это креплю. Делаю я их из остатков, вот из кусочков, когда я колерую, да, для каких-то цветочков. Потом у меня остаются такие небольшие всякие кусочки. Чтобы это не выбрасывать, из них можно сделать ягодки. Для этого нам нужно... Ягодки я здесь делаю разного размера, побольше, поменьше. Катаю кружочек. Кружочек лучше катать при помощи крахмала. Так сразу он будет более плотный. Укладываем этот кружочек на какую-либо поверхность. Сверху шпажкой я делаю небольшое углубление. Вот таким образом. Это углубление я смазываю клеем ПВА. И теперь небольшой кусочек коричневого цвета вот так вот в это углубление аккуратно укладываю. Получается ягодка вот с таким вот носиком, кончиком коричневого цвета. Ягодки такие можно делать разного цвета. После того, как она высохнет, ее можно будет без проблем уложить в композицию. Формируем бутончик. Для бутончика, ну прям совсем маленькие, я делаю вот такие вот кусочки, которые точно так же я разминаю в очень тонкие пластиночки. И эти на бутончик их лучше укладывать сразу, то есть вылепим и укладываем, потому что они будут очень быстро засыхать, потом просто будет не очень удобно их укладывать. И точно так же по часовой стрелке, против часовой стрелки мы вокруг этого, ну, соответственно, серединку мы катаем поменьше размером для бутона. Так вот тонко их разминаем. И сразу же промазываем и укладываем. Я буду делать для вот такого цветочка. Здесь, по сравнению с вот этим вот желтеньким цветочком, в чем разница? В том, что мы у основания располагаем самый яркий цвет, и потом к краю более светлые цвета. Здесь наоборот. Основание у нас будет светлым, а чем ближе мы будем подходить к краю, тем цвет будет ярче. Во-первых, это интереснее смотрится в композиции, потому что цветы рядом находятся с разной насыщенностью лепестками. Ну и вообще, в принципе, так интересно.
Последний самый яркий слой я катаю вот такой овал, который шпажкой накатываю, делаю рельеф. И вот такой получается листочек. Теперь это все я креплю на бутон. Последний слой я креплю в хаотичном порядке. Укладываю сформированный, уже готовый бутончик. Промазываю крем. Добавляю небольшое количество штукатурки. И добавлю листочков. Панно с ранункулюсами у меня уже готово. Я надеюсь, что у вас тоже все получится, так как сделать такой цветочек совершенно несложно. Единственное, что нужно проявить терпение для большого количества лепестков. Но это смотрится очень красиво и интересно, поэтому обязательно попробуйте. И жду ваших комментариев, получилось у вас или нет, и нравится ли вам такой цветочек. Всем пока, до встречи на новых мастер-классах.